Друзья, приветствую вас на своем канале «Тихая жизнь иммигрантки». Спасибо всем, кто смотрит мои видео, комментирует, и всем тем, кто остается со мной на моем пути. В прошлом видео я рассказывала о том, как в моей жизни появился новый смысл и как этим смыслом стала моя дочь Василиса. Сегодня я хочу продолжить свой рассказ о том, как проходили мои первые годы жизни с ребенком, какие страхи, с какими трудностями мне пришлось столкнуться и через что, собственно говоря, мне пришлось пройти в тот момент, когда я осталась одна с ребенком. Когда после рождения Василиса издала свой первый крик, и когда акушерка положила мне ее впервые на грудь, мы посмотрели впервые друг на друга. И в этот момент я была очень счастлива. И это чувство невозможно передать словами, потому что в этот момент ты уже понимаешь, что ты уже не та обычная простая женщина, что теперь ты уже мама. Но после первых минут счастья, которые я тогда испытала, на смену этому состоянию пришло чувство тревоги, и внутри потихонечку начал зарождаться страх. Я боялась, что с Василисой может что-то случиться, что я могу ее потерять. И когда врачи забрали Василису и отнесли в другую комнату для проведения всех вот этих необходимых процедур, которые делают с новорожденными, и продолжили со мной дальнейшие манипуляции по завершению всего этого процесса. Я больше не видела своего ребенка, не слышала ее, и от этого мне становилось очень неспокойно внутри. Когда спустя какое-то время меня перевели в палату, и затем спустя пару часов привезли кювет с ребенком, который поставили возле моей кроватки, я уже смотрела на нее и радовалась, что она теперь рядом со мной, что она живая, здоровая. И глядя на нее, я верила, что теперь все будет хорошо. Василиса родилась 1 апреля, и когда уже из палаты я написала своим родителям, своему брату, всем близким родственникам о том, что она родилась, сначала никто из них не поверил, думали, что это какая-то первоапрельская шутка с моей стороны. Но после того, как они получили фотографии Василисы, они, конечно же, в это поверили, радовались. Мама плакала. И я была рада, что в моей жизни есть близкие люди, которые искренне радуются рождению моему ребенку. На следующий день после родов нас должны были с Василисой уже после обеда выписать. Я об этом сообщила отцу Василисы заранее. И он должен был приехать, забрать нас из роддома и отвезти в мою квартиру в Москве. В роддом он приехал со своими родителями. Они, конечно же, когда увидели Василису, тоже очень обрадовались, потому что она была тогда их первой внучкой. И после выписки мы поехали в мою квартиру. И скажу честно, что в глубине души тогда я надеялась, что отец Василисы подготовится к этому моменту, к нашему возвращению в квартиру, и что в квартире будет хоть какая-то минимальная праздничная атмосфера. Но когда мы вошли в квартиру, я, конечно же, поняла, что ничего такого там нас не ожидает, и что квартира осталась ровно в том же состоянии, в котором она была до моего отъезда в роддом. По моему опыту, когда рожали мои двоюродные сестры и моя подруга, и когда они после выписки возвращались домой, то дома их ожидал такой небольшой праздник. Близкие собирались за столом,
отмечали, встречали маму с малышом, все сидели, общались, радовались. Конечно же, мне хотелось, чтобы у меня было точно так же. Но этого не произошло. Дедушка Василиса приготовил тогда для меня какой-то легкий бульон, чтобы я могла перекусить себе, своей жене и своему сыну. Что-то перекусить собрал, поставил на стол с того, что было в холодильнике. Мы немножко посидели за столом, и затем они стали собираться и вышли в коридор уже, мы стали прощаться, и они должны были уехать к себе домой. Я спросила у отца Василисы, вернется ли он сегодня еще после того, как отвезет их. Он сказал, что нет. И когда они все дружно вышли из квартиры, я осталась стоять на пороге одна. Из комнаты доносилось кряхтение маленького ребенка. Я стояла и не понимала, что делать дальше. Мне было очень обидно, что в такой момент, в первый день своего возвращения домой с ребенком, мне предстоит эту первую ночь просто быть одной вместе со своими страхами по этому поводу. И после этого я зашла в свою комнату, села рядом с кроватью, смотрела на ребенка, как она спит, сопит, и у меня просто потекли слезы. Было очень обидно. И слезы перешли в плач, и я сидела, очень долго плакала, затем проснулась Василиса. И говорят, что дети очень чувствуют внутреннее состояние своей матери и быстро подхватывают это настроение. И Василиса подхватила, она тоже начала плакать. Я пыталась ее успокоить, покормить, укачать, но особого какого-то успокоения ей это не приносило. И в этот момент у меня зазвонил телефон, это был звонок от моего брата. Он позвонил для того, чтобы поздравить меня с выпиской. И когда он услышал мой дрожащий голос и то, что на заднем фоне еще ребенок плачет, он спросил, в чем дело, я ему рассказала. И он сказал, что после работы, когда он закончит свои дела, он приедет ко мне, чтобы я не переживала, что он эту ночь проведет со мной и что я одна не останусь, чтобы я на эту тему не переживала. И на тот момент у брата была уже своя семья, жена, ребенок, и, конечно же, после работы ему нужно было возвращаться домой к своей семье, но я очень благодарна ему, что он тогда приехал ко мне и побыл эту ночь со мной. Всю ночь Василиса нам давала жару, очень сильно плакала. Я пыталась ее как могла успокоить, мне не всегда это получалось. И когда я уже сдавалась и все, не знала, что делать с ребенком дальше, Сергей, мой брат, брал Василису на руки, укачивал ее. У него очень хорошо это получалось, наверное, потому что как бы у самого уже имелся опыт, как нужно вести себя с такими маленькими крохами. Эту ночь мы вместе втроем все пережили, и на следующий день должна была приехать уже моя мама, которая на работе взяла недельный отгул, чтобы побыть эту неделю со мной. И со мной, и с Василисой. Я благодарна ей, что она тогда смогла это сделать, смогла приехать ко мне, потому что я совершенно не понимала, как весь этот процесс наладить с кормлением, с купанием, с пеленанием. И моя мама очень хорошо мне с этим помогла первую неделю. Через неделю к нам приехали в гости родители моего покойного мужа для того, чтобы познакомиться с Василисой. И когда они первый раз увидели ее, они оба расплакались и
По ним было очень видно, что они действительно искренне рады, что она есть, и они относились к ней, нянчились с ней все это время, пока они были в гостях у нас, как со своей родной внучкой. И мне было очень спокойно от того, что рядом со мной есть такие близкие, родные люди. Когда закончилась первая неделя нашего пребывания с Василисой дома, маме нужно было возвращаться в деревню на работу. Она уехала, и у нас с Василисой началась своя новая реальность. Отец Василисы продолжал работать всю неделю. К нам он приезжал только на выходные, на субботу, воскресенье. И всю неделю, эти 5 дней, мы с Василисой были вдвоем. В моем доме нет грузового лифта, есть обычный небольшой маленький лифт. И в этот лифт коляска моя, она не помещалась. Поэтому элементарный выход из дома для того, чтобы погулять с ребенком на улице, для меня превращался в настоящее испытание, потому что я жила на 3-м этаже, и мне приходилось самой спускать с 3-го этажа с ребенком внутри в коляске на 1-й этаж, и то же самое делать после прогулки. И, конечно же, это было нелегко, потому что и коляска была тяжелая, и ребенок родился немаленьким, 4 килограмма с лишним. И для меня это было действительно таким прям настоящим испытанием. Итак, собственно, прошли первые полгода. Все эти полгода они были как день сурка. Практически не отличались ничем друг от друга. И спустя это время у меня начали появляться проблемы со здоровьем. Когда Василиса подросла и стала тяжелее, я уже физически просто не могла справляться. У меня на руках появились шишки. Я обратилась к врачу узнать вообще, что это такое, от чего это, почему так руки сильно болят. И врач сказал, что это гигрома, которая развилась от перенапряжения, от поднятия тяжести, и что если в дальнейшем не сократить нагрузку на руки, то эти шишки будут расти, увеличиваться, и их уже нужно будет оперировать. После операции затем совсем нельзя будет поднимать никакие тяжести. Я об этом рассказала отцу Василисы. С его стороны последовало предложение переехать к нему в квартиру, где жил он и его родители, чтобы у них была возможность мне помогать, чтобы мне не пришлось больше носить коляску с ребенком, потому что в его доме был грузовой лифт, и было в доме предусмотрено для тех, у кого есть маленькие дети. И я, конечно же, согласилась на этот переезд, и в глубине души, наверное, где-то думала, что вот теперь у нас, наверное, все-таки будет настоящая семья, что мы будем жить вместе. Все эти хлопоты и забота по воспитанию маленького ребенка мы будем делить поровну. И теперь в жизни Василисы будет отец каждый день, а не по выходным. И я в это верила, когда я туда переезжала. Но все оказалось иначе.